Сегодня исполняется 33 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Ликвидаторов, которые ценой собственного здоровья спасли мир от еще большей катастрофы, остается все меньше. Москвич Игорь Брехов случайно оказался рядом с Чернобыльской АЭС в то время. Его призвали в ряды советской армии, в тайную военную часть ПВО. Оказалось, что место службы полностью изменило его жизнь. Выжить Игорю помогли любовь и жизнелюбие. Маша Макара выслушала историю ликвидатора. В апреле 1986 года Игорю Брехову было 19. Он служил по призыву в закрытом военном городке Чернобыль-2. Ночь на 26 апреля нес боевое дежурство в 7 километрах от атомной электростанции. Чернобыль разделил его жизнь на до и после, хотя тогда он и не думал об этом. Вышел покурить со стороны Чернобыльской атомной электростанции, направление Золотону такой. Довольно-таки громкий хлопок и вспышка. На утро нам сообщили, что случилось авария, и желательно не выходить из казармы. Закрыть окна. На берегу реки Припять солдаты грузили в мешки зараженный песок. Потом его сбрасывали с вертолетов на взорвавшийся реактор. Помогали в эвакуации военного городка. Вскоре Игоря со служивцами перебросили под Серпухов, прямо в загрязненной радиацией форме. Начались носовые кровотечения, темнели ноги. В госпитале сразу в Подольск. Потом в Бурденко. У Игоря пропала речь, он перестал ходить. Проблемы со здоровьем связывал с Чернобылем. Думал, покончить с собой. Покончить с собой? Да. Невыносимо. В Москве ему удалили селезенку, прошили вены пищевода. Шансов, что выживет, врачи не давали. Спасло Игоря, как он говорит, желание жить и любовь. Из армии его ждала Наташа. Учились в одном ПТУ, дружили. В Москве он разыскал Наташу через стол справок. Он идет с 3 гвоздиками. Дверь открываю, разговариваю, а он молчит, улыбается. Потом вынимает алфавит, показывает мне. Я не говорю. Думаю, судьба. Не могу я его сказать ему до свидания. Вместе Наташа и Игорь уже 28-й год. Говорят, что переплелись корнями. Показывают старые видео, где они, молодые, рассказывают журналистам о своей беде и о своей любви. Даже 2 года назад я его чуть не потеряла. Страшно спать даже ложиться было. Не спала год, наверное. Я вскакивала и трогала. Дышит, не дышит. Теплый, не теплый. Господи, слава Богу. Повезло нам. Помогли. В прошлом июне Игорю пересадили печень и спасли его. До этого он почти потерял речь, не вставал с постели и в итоге впал в кому. Счастливчик, говорит его жена. У Игоря и Наташи 2 дочери, Даша и Соня. Младшая пришла с папой, чтобы переводить его не всегда разборчивую речь, и прочитала стихи, которые написала ее мама. С тех пор минуло 30 лет. Прошел отец мой много бед. Земля уж стала забывать, а мы должны им долг отдать. Я вам желаю жить и быть. Моя задача не забыть. Осознание того, чем был Чернобыль, переоценка трагедии пришли через много лет, говорит Игорь. Сейчас тяжелее всего провожать уходящих друг за другом друзей по Чернобыльской организации, таких как он, единицы. Организации «Дети Чернобыля», где состоит Игорь, руководит Евгений Мисюра. Его отец, военный летчик, был в Чернобыле. Когда он принес домой техничку, то никто даже не знал, зачем это и почему вдруг новая вылетная форма. Обычно такого не было, вдруг какие-то трубки, дозиметры. Вот для чего это? Но, в общем-то, он сказал, что предполагается командировка на Украину или в Украину, как это правильно говорить. Для чего и как, не было понятно. И улетел, ни слова не сказав. Отец вернулся и ничего не рассказывал. Заговорил, когда одна за другой пошли болезни. А в поликлинике стал встречать знакомых с теми же симптомами. Стало понятно, дело в радиации. Так и появилась первая организация чернобыльцев 30 лет назад. Сейчас Чернобыль забывают, как и его уроки, считают чернобыльцы и их близкие. Государство уже как бы закрыло эту страницу. Это вот мое личное мнение. А люди? А люди уже практически все поумирали.
Людей-то, чернобыльцев-то практически нет. Человечество, наверное, все же немного не по тому пути пошло с этим технологическим прогрессом и в частности с использованием атома. Есть ощущение, что когда-то такое может повториться? Да запросто. Запросто. Маша Макарова, Максим Гаранин.